Привет, Cover Project! Я Бегичева Екатерина, дизайнер и основатель одноименного бюро «Бегичева Дизайн». Сегодня я покажу наш новый проект. Это московская квартира, вдохновленная Португалией. Так совпало, что заказчики позвонили мне в момент, когда я находилась в Португалии. И выяснилось, что они совсем недавно вернулись из свадебного путешествия из этой же страны. В разговоре заказчики упомянули очень красивый объект, который мне тоже очень нравится. Это розовая вилла Сералвиш, которая расположена в городе Порто. Именно этот объект называют жемчужиной ар-деко, хотя и строительство ее было закончено уже практически на излете стиля. Вилла Сералвиш и стала источником вдохновения для данного проекта. Нам не хотелось цитировать данный объект, но мы постарались передать его атмосферу через архитектурную пластику, через радиусные элементы, через колористику. И эту тягучесть линий мы постарались применить в определенных предметах мебели. В интерьере много скругленных элементов, которые очень хорошо работают в небольших пространствах и придают определенную мягкость. Это такие элементы, как внутренние и внешние углы, отделка порталов, это падуга между стеной и потолком. Эти же элементы мы перенесли и на некоторые предметы мебели. Например, диван. Диван мы намеренно поместили в центральную нишу в гостиной для того, чтобы создать состояние камерности. И помимо того, что он является ярким акцентным предметом в данном пространстве, он еще и имеет те самые пресловутые округлые формы. И еще был важный момент, когда заказчица попросила нас о том, чтобы диван был обязательно глубокий, потому что она очень любит забираться на него с ногами и проводить так время. И так как ниша здесь является центральным и важным архитектурным элементом, нам необходимо было выбрать очень тонкое искусство, которое будет здесь размещено, чтобы оно ни в коем случае не спорило с диваном, подчеркивало важность того, что это первая квартира наших заказчиков. Я ценю иронию и юмор и при создании интерьеров, и при разработке предметов мебели. Так, в этом проекте появился такой предмет, как буфет с человеческим лицом. Кто-то называет его пришельцем, кто-то называет роботом, но в любом случае он вызывает чувства. И это самое главное. И в этом плане мы очень схожи с нашими заказчиками, потому что они тоже люди легкие, ироничные и легко соглашались на какие-то смелые решения и смелые предложения. Общая площадь объекта 92 квадратных метра. Структурно планировка собирается на двух осях, вот таким образом. Ведущий от входной зоны к распашным дверям в кабинет – это короткая ось, и длинная ось, замыкающаяся двумя предметами – буфетом и зеркалом, помещенным в нишу. Именно зеркало дает дополнительный свет и объем этому пространству. Основное помещение – гостиная, совмещенная с кухней. Кухню мы сделали максимально незаметной, она выкрашена в цвет стен, и только центральный элемент навесных шкафов у нас выделен акцентным цветом в композиции с диваном. В данном помещении 5 роскошных больших окон, которые наполняют это помещение светом, солнцем и тенями. Этот интерьер я по праву могу называть авторским, потому что в нем некоторые предметы специально проектировались под их хобби. Наши заказчики любят настольные игры, и мы придумали такие столики с выдвижными столешницами, на которых можно разместить не только фишки, но и бокалы с вином.
Рядом с гостиной расположен кабинет, вход через двойные распашные двери. Правая часть квартиры отдана под приватную зону со спальней, небольшой гардеробной и отдельной ванной комнатой. В этом проекте я впервые использую такой декораторский прием, как микроцемент, который применен у нас как на полу, так и в душевой зоне и на стенах. Зеркала и тумба под раковину выполнены также по нашим эскизам. Гостевой санузел, расположенный во входной зоне, у нас яркий, в нем используется тот же оттенок цвета, что и на потолке в кабинете. Интересный объект, раковина со стеновой панелью, выполнена также по нашим авторским эскизам. В целом работа над проектом шла очень легко. Единственным спорным моментом стал вопрос о цветном потолке в кабинете. Первоначальная идея была немного другой, но когда я поняла, что отражающий свет от окна искажает цвет, который планировался на фасадах шкафов, я предложила этот цвет вывести на потолок. Заказчики были в некотором смятении, потому что это достаточно смелое было для них решение, но, взяв на себя риск, я все-таки реализовала эту идею, но после того, как они увидели результат, он им очень понравился. Кабинет спроектирован полностью под заказчиков. Это стеллажная система, таких интересных в ярких цветах, диван, письменный стол, спальня, кровать, комод, который является также и телевизионной системой. С прикроватными тумбами у нас случилась вообще отдельная история. Я увидела эти модели у архитектора Михаила Курносова, но автор до последнего не соглашался перекрашивать их в тот цвет, который нам необходим. Лишь после того, как я рассказала полностью о нашем проекте, он согласился и сделал в нужном нам цвете. Я с большим азартом и любовью собираю предметы мебели, декора, стекла прошлого века. И не могу пройти мимо интересных стоящих предметов. У меня есть уже целые коллекции, которые я называю до востребования. И они часто попадают в наши проекты. Так здесь появились кресла Карла Бартоли, которые мы переодели в современную ткань, а также в коридоре клетчатые бра. Это тоже винтаж. Появились они здесь не случайно. Они вторят пластике стен, и очень понравилась их клетчатая металлическая оболочка. Так пошла тема клетки. Клетчатый рисунок распространился затем на плед, на покрывало. Самое интересное, что он у нас появился на особенном предмете. Это керамический торшер, который изготовлен был также для этого проекта молодым мастером-керамистом. В процессе подбора предметов мебели мне попались на глаза винтажные бра 70-х годов. Они продавались без названия, но заказчица сразу их окрестила физалисами, и так их теперь все и называют. В целом колористика интерьера отсылает нас к источнику вдохновения, к Вилли Сералвиш. В качестве фона был выбран оттенок тумана, благодаря которому яркие предметы выглядят деликатно. И я всех призываю, не бойтесь экспериментировать, используйте яркие оттенки, делайте интерьеры с настроением и подписывайтесь на канал Cover Project.